Алгоритм Шора. Алгоритм Шора – это алгоритм факторизации чисел, предложенный Шору в 1994 году. Алгоритм состоит из двух частей – квантовой и классической. Квантовая часть алгоритма представляет собой квантовое решение задачи нахождения порядка числа по модулю. Значит, что такое порядок числа? Порядком числа по модулю называется наименьшее натуральное число, для которого выполняется вот такое сравнение. И если эти числа удовлетворяют такому условию, что x меньше n, и кроме того у них наибольший общий делитель равен единице, то число n может быть представлено в виде произведения двух чисел c1 и c2. А вычисление этих чисел c1 и c2 основано на использовании знания вот этого порядка числа x. Например, пусть число x равно 2, а n равно 15. Тогда степень этого числа двоек в десятичном изображении – это есть последовательность вот этих 2 в степени n. В то же время значения этих чисел по модулю 15 образуют группы из 4 чисел с периодом равным 4. Тогда, если вот период 4 тут мы определили из этого соотношения, то тогда очевидно, что число n состоит из произведения двух чисел 5 и 3. Алгоритм Шора использует два квантовых регистра. Регистр результата вычисления функции, регистр данных. Вот это регистр данных, а это регистр вычисления результата или вычисления функции. Регистр Y используется, регистр функций, для размещения вычисленных значений функции, вот это x в степени k по модулю. И в общем случае число кубит данного регистра регистра Y может не совпадать с числом регистра данных. Формально схема вот этого алгоритма состоит из 4 шагов. Первый шаг – это изменение регистра данных. Второй шаг – это, собственно, вычисление квантовой машиной этой функции по модулю. Третий шаг – это измерение регистра функции, регистра результата. И четвертый шаг – это обратное Фурье преобразование с регистром данных. После выполнения этих шагов проводится измерение, вычисление регистра данных. В результате получается число. Вот на основании вот этого числа можно будет сделать вывод о том, какой же был период у этой функции, которая необходима для определения произведения вот этого числа n. Первый шаг состоит в переводе начального состояния 0 в равновероятную суперпозицию базисных состояний. В результате это будет прямое произведение регистров такого вида. Алгоритм Шора предполагает, что имеется, конечно, универсальный оператор, создающий в регистре Y значение этой функции. И мы сейчас не задаемся вопросом, как конкретно реализовать такую квантовую машину. Имеется в виду, что есть такое устройство, которое эту функцию выполняет. Наличие такой квантовой машины как раз на втором шаге позволяет выполнить вот это преобразование и привести уже прямое произведение регистров как к набору всех значений степеней k, так и к набору вычисленных значений функций. На примере вот том, который мы рассматриваем, число 15, пусть случайно выбранное число двойка, и мы знаем, уже было показано, что вот есть при вычислении функции 2 в степени k по модулю 15, есть такой вот набор этих чисел 1, 2, 4, 8, который только и возникает при вычислении значений этой функции. Например, выберем у нас 8 кубит для задания регистра данных и регистра результатов, тогда предыдущая формула, в явном виде, вот если ее переписать, то она будет иметь вот такой вот вид. При этом здесь выделено, значение y, возможное значение y, и что же при этих значениях y, какие значения возникают вот этого регистра данных. В общем виде мы можем это переписать такой вот общей формулой вместо этих 4 формул, но обращаю ваше внимание, что у нас формально появилось уже вот это вот как бы косвенное значение вот этого периода, который мы сейчас пока
машина квантовая не знает, но мы вот это будем, уже видим, что формально в формулах появилось вот это вот число, период, которое нам требуется на самом деле установить. Ну вот равенство означает, что если в данной суперпозиции провести измерение регистра результата, то результатом будет какое-то число. Вот 1, 2, 4 или 8. Ну, это в десятичных обозначениях. Речь идет, конечно, о бинарном представлении. Значит, это означает, что общее состояние редуцируется после измерения до нормированного на единицу состояния вида, в котором в регистре аргумента остается суперпозиция 64 базисных состояний, нумерация которых образует последовательность чисел с периодом вот этим равным 4, который мы визуально видим. Вот двойка, шестерка, десятка и так далее. В данном примере, который, конечно, мы рассматриваем. В других примерах это будут уже какие-то другие числа. Для произвольного, ну, там у нас 4 возможных значения, конечно, результата y. Может быть, и другие мы можем измерить результат значения. Но вот для произвольного все можно эту формулу переписать таким вот образом. Значит, измерение состояния регистра y является третьим шагом, как было объявлено, алгоритма Шоу, в результате выполнения которого в регистре данных сформируется суперпозиция, определяемая набором десятичных чисел, имеющих период, равный периоду r. Так вот, четвертый шаг алгоритма, это состоит который в выполнении обратного Фурье преобразования. И в математическом смысле означает вот изменение вот этого регистра данных к такой вот сумме, ну, следовательно, в результате всех этих преобразований мы, естественно, можем написать, что после всех этих шагов у нас есть значение функции, которую мы, значит, измерили, и вот теперь можем решить вопрос о том, какое значение регистра данных мы можем получить в этом случае. Для этого этот вот коэффициент амплитудный, который тут сформируется из предыдущих выражений, его нужно в явном виде вычислить. Для определения можно заметить, что это сумма геометрической прогрессии. В стандартной формуле это все выполняется, значит, где у нас вот имеется 64 этих слагаемых вот в этой сумме геометрической прогрессии. И нам лучше, конечно, измерять уже, получать вероятность перехода, которая является квадратом модуля вот этого коэффициента А от G. И вот это, конечно, вероятность будет определяться вот этой формулой, если провести вот эти элементарные тригонометрические преобразования, вычисления квадрата модуля с этой функцией. Ну, здесь я приводить это не буду, каждый человек это может самостоятельно сделать. Значит, итак, мы получили, что вероятность измерения имеет вот такой вот вид значения числа G на выходе. Значит, нам важно заметить, что знаменатель равен нулю при условии, что вот если вот это rg, деленное на 256, есть целое число. Но это же у нас входит и сюда, вот rg на 256. Поэтому, конечно, если у нас вот этот множитель удовлетворяет вот этому условию rg на 256 есть k, то тогда у нас есть, значит, необходимость вычисления этого предела отношения нуля к нулю. И график этой функции в этом случае будет выглядеть так, вот, что если знаменатель равен нулю при вот этих вот условиях, то тогда вычисление вот этого коэффициента будет давать 1/4 при разных значениях вот этого g. И эти значения g какие могут быть? 0, могут быть 64, могут быть 128 и 192, да? Вот, в этом пределе, в этом случае, который мы сейчас рассматриваем. Тогда в остальных случаях эта вероятность равняется нулю при любых других значениях g. Вот, все это при любых других значениях g равняется нулю. То есть вот график обладает вот таким замечательным свойством. Ну, если нам теперь это понятно, то тогда вот это вот условие, что rg, только при котором деленное на 256 это равняется целому числу, только это в этом случае у нас вероятность измерения какого-то числа g становится отличным от нуля. Ну, ясно, что мы можем это переписать так, что в отношении k к r равняется
значит, соответственно, g, деленное на 256. Ну, пусть, например, у нас вот это вот измерилось число 64. Значит, тогда видно, что это, ну, сокращая 64, 256, видно, что r равняется 4. Все. Значит, мы вот уже алгебраическими преобразованиями, анализом просто результата измерения вот этого g, анализом результата измерения, получили, что период в данном случае равняется 4. Ну, а для нашего примера это что означает? Что мы имеем два множителя числа 15, а именно 5 и 3. 5 и 3. Ну, в качестве примера, конечно, можно показать, что надо же как-то организовать вычисление функций. Ну, вот, например, вычисление вот этой функции по модулю, это вот есть вот этот вот, это вот часть, которая состоит, как вы видите, из операторов контролируемого отрицания и там дважды контролируемого отрицания. А вот эта часть – это обратное Фурье преобразование. Ну, а для того, чтобы сказать, какое же у нас там получится g, конкретно это, ну, в этой схеме в обратном Фурье преобразовании нужно еще сделать операцию swap. Значит, ну, пример, вот, например, 7-кубитового компьютера можно так себе представить, так. Ну, еще последнее, как заключение, значит, что мы можем сказать, что если результат измерения вот оказался равным 64, как только что было показано, тогда, конечно, мы делаем тот вывод, что вот это k на r равняется 1/4, и, следовательно, период равен 4. Вот. Если бы результат измерения оказался, ну, например, 192, другое бы число, да, то мы пришли бы к выводу, что k на r равняется 192, деленное на 256. Ну вот в целых числах это значит, мы должны были бы сказать, что подобрать, что r равняется 4. Ну, k, там же произвольное это целое число, может быть равно 3. Значит, при этом проверка показала бы нам, что найденный результат r равня 4 удовлетворяет необходимому условию, и, следовательно, множителями числа 15 являются именно два числа 5 и 3. Ну вот этим классическим вычислением и заканчивается, собственно, алгоритм Шора данного примера. Как результат, как заключение. В общем случае квантовая цепь алгоритма Шора может быть представлена вот такой схемой или логической диаграммой. Логический алгоритм состоит из квантовой части, вот это вот квантовая часть, и классической части. Это анализ результата измерения регистра данных. Вот это вот анализ результата измерения регистра данных. Вот такая вот общая картина, связанная с описанием данного алгоритма.